прибыли в Медум. Историки полагают, что находящаяся здесь ступенчатая пирамида была построена для последнего правителя третьей династии, фараона Хуни, а его сын Снофру расширил и увеличил пирамиду. Считается, что взлет строительства пирамид пришелся как раз на время возведения этой пирамиды, высота которой в 1,5 раза больше пирамиды Джосера. Одна из версий наличия дырок в кладке пирамиды – результат землетрясений. Однако, при этом следовало бы ожидать разрушений прежде всего на углах пирамиды, а не по центру ее грани. Вдобавок, дырки со всех 4 сторон находятся на одном и том же уровне. Возможно, что эти разрушения – результат деятельности человека, но непонятно, кому и зачем понадобилось их вырубать. Может быть, это попытки проникновения в верхнюю часть пирамиды? Пока вопросов больше, чем ответов. Вход в пирамиду нашли в 1882 году. Спуститься по коридору можно, выпрямившись во весь рост. Стены и потолки довольно сильно разрушены, но если присмотреться к стыкам между блоками, видно, что все сделано очень аккуратно и тщательно из известняковых блоков с идеально ровными гранями, плотно прилегающими друг к другу без какого-либо раствора. Коридор опускается вглубь примерно на 7 метров ниже основания. Направляясь теперь в погребальную камеру, отметим одну интересную особенность. В отличие от всех других пирамид, в камеру попадают снизу, через отверстие, проделанное в ее полу. По пути в камеру нам встретились окаменевшие стволы деревьев. Похоже, что они устанавливались в уже готовую кладку и существенно позже ее сборки. Окаменело. Вот солевые отложения повсюду здесь. Все в соли. Привет. Вход в камеру, в отличие от других пирамид, здесь снизу. В камере не было найдено никаких следов погребальной утвари. Здесь были найдены лишь обломки деревянного гроба, который, по своему стилю, историки отнесли к эпохе Древнего Царства. В камере также встречаются окаменевшие бревна, вмонтированные в кладку. А здесь,
В глубине кладки французские ученые в 2000 году обнаружили скрытые камеры. Видна запломбированная дырка, просверленная учеными для исследования этих камер. В надежде на сенсацию они просунули внутрь эндоскоп, но обнаружили лишь пустое помещение. Медум – это древний египетский некрополь, примерно в 100 километрах к югу от Каира. Кроме ступенчатой пирамиды, здесь имеется также несколько невысоких гробниц прямоугольной формы, именуемые мастабами. На сегодня известны мастабы под номером 6, 16, и совсем неподалеку от пирамиды имеется мастаба номер 17. Все эти мастабы датируются началом 4-й династии. Мастабу номер 17 относят к более позднему времени, нежели пирамиду, но сделана она даже не из камней, а из простой щебенки и необожженных глиняных кирпичей. Минуя узкий и пыльный проход, попадаешь в камеру из тщательно подогнанных друг к другу известняковых плит. Саркофаг также сделан очень качественно, из цельного куска породы. Однако пока что так точно и не установлено, кому же он принадлежал. В мастабе тоже видны солевые отложения. Чего? Как голова лошади. Вот они, солевые отложения в мастабе. Вот я подхожу к еще одной мастабе. С виду тоже очень невзрачно выглядит. Груда камней. Груда камней, адобы, необожженные кирпичи из глины. И тут вот такие вот камни из известняка попадаются. Мастаба номер 16 принадлежала принцу Рахотепу и его жене Нофрет. Похоже, что эти мегалитические блоки были взяты с пирамиды, которая находится на расстоянии в полкилометра от этой мастабы. Пройти в мастабу невозможно из-за мусора, но, как видно, далее в проходе следов мегалитической кладки не наблюдается. И, как правило, на гранитных. Да, на известняковых, которых, казалось бы, все это было бы легче отразить, а там билетное подобие без слез не взглянешь. Вот там, на камне вот. А почему здесь Симметрия у них нет по оси по центру этой.
Может 3D-сканер какой-нибудь? Ну вот, да, было хорошо, конечно, отсканировать и так, на уровне микрон, Собаки. да, чтобы оцифровать. Надо на 3D-принтере это дело все. Она реснички хочу снять сейчас. А 3D-принтер он позволит такое Макросъемку разрешение? включаете, ну, вот есть вот этот воротничок у него этот, А пальцы еще так, знаете, как... закрученный, да. То есть он неровно вел, так раз его закрутил. Ну так это специально, понимаешь, что это художественный прием, для чего-то там Смотрите, как я... изобразить, типа они у него вибрируют. А че он лысый? Кстати. А что он с пером? Кто знает. А че он с ушами? Да. Хорошо, что с ушами. Тут есть и крокодилы где-то, вон, и соколы. Ну да. Наряду с очень качественными рисунками и надписями, на гранитном саркофаге присутствуют и небрежно нацарапанные. Напрашивается вывод, что они были начертаны уже другой цивилизацией.